В общем-то, надо сначала понять, зачем американцы туда прибыли, какие у них были цели, а потом уже надо рассказать, как вьетнамцы их отпинали. Местные музеи, потому что это уже второй музей военный, который я пытаюсь посетить, но тут вообще никого нету. Ни входов, ни касс, ни каких-то охранников. Ах, блять. Сегодня, 9 февраля 2020 года, воскресенье, я официально, неофициально стану буддистом. Сзади меня находится гора Таку. Процесс посвящения буддистов проходит следующим образом. Ты должен подняться на самый верх этой горы к лежачему Будде. И если доберешься, то ты буддист. Поэтому сейчас надо утеплиться и вперед на гору. В идеале, конечно, на эту гору надо подняться пешком. То есть 650 метров над уровнем моря, вот по горам надо лазить. Ну, для меня это, в принципе, не ново. Вот, но там сделали фуникулер совсем недавно, поэтому сейчас все буддисты стали ленивые, они поднимаются на фуникулеры, поэтому я думаю, что бы нет, тоже поеду на фуникулере. Таким образом растет драгонфрукт, кому не интересно, но сейчас его собрали 4-5 раз в год плодоносит этот данный фрукт экзотический. Вот, вьетнамская война. Много лет вьетнамцы воевали сначала с французами, потом с американцами, с японцами, с китайцами. И, в общем-то, вьетнамцы победили американцев. Есть множество факторов, почему они это сделали. Но это был позор для американской армии, потому что у них была армия дисциплинирована, у них было оружие и так далее, войско. А среди вьетнамцев не было ни армии, ни оружия, только единственное, что немного поддержки со стороны Советского Союза, Китая. Но они победили, и это был позор для американской армии. С 1 по 10 век вьетнамцы воевали с китайцами, но это было давно и достаточно неинтересно, поэтому сразу же перемещаемся в 19 век, когда французы колонизировали Вьетнам. Французам понадобилось почти 30 лет, чтобы колонизировать Вьетнам, Лаос и Камбоджу. Все это получило название французский Индокитай, и он просуществовал вплоть до Второй мировой войны, когда немцы выиграли французов, и все войска, в принципе, с помощью дядюшки Хо, с помощью Вьетминя выгнали с территории Вьетнама. Сегодня облака вообще как будто нарисованы. С 1931 года на территории Северного Вьетнама действовало такое движение очень мощное за независимость вьетнамцев от французов. Называлось оно Вьетминь. В принципе, их заслуга то, что они выпнули всех французов с территории Вьетнама, но еще и заслуга Второй мировой войны, потому что французская армия очень быстро проиграла немцам и французам. Поэтому все основные войска вьетминцы выпнули с территории Вьетнама. До 1945 года Вьетнам оказался независимым, японцы тоже захватили Вьетнам, но потом быстренько все свои войска вывели, потому что на них начали уже нападать американцы. И, в общем-то, в 1945 году Вьетнам наконец-то стал независимой страной. И вот этот герой, его зовут Хо Чи Мин, самый главный герой Вьетнама всех времен и народов, он стал первым президентом Демократической Республики Вьетнам. Музей сегодня закрыт. Вон там он, дядюшка Хо. Доказывай. Если честно, я вообще не понимаю, как работают местные вьетнамские музеи, потому что это уже второй военный музей, который я пытаюсь посетить, но тут вообще никого нету. Ни входов, ни касс, ни каких-то охранников, которые послали бы меня нафиг. Как посмотреть, куда идти, что делать, как все снимать, что происходит? Когда я научусь нормально разговаривать? После того, как Хо Чи Мин становится президентом Демократической Республики Вьетнам, сам Вьетнам разделяется на две части. Северный Вьетнам был во главе Хо Чи Мина с поддержкой СССР и Китая, то есть коммунистические братишки, а Южный Вьетнам все еще владел марионеточным правлением французов и деньгами и инвестициями американцев. Мало кто знает, но американцы на самом деле вступили в войну во Вьетнаме гораздо раньше, в 1956 году. Они начали инвестировать огромные суммы денег в французской армии, поэтому начали они свою войну во Вьетнаме еще далеко до Второй Индокитайской войны. И только в 1964 году, по-моему, они сюда ввели первые войска. Буддизм на самом деле исключительная религия, объясню почему. Возьмите, к примеру, вообще любую другую религию. Христианство, католическая церковь, мусульманство, иудаизм. Все они каким-то образом были связаны с войнами. То есть на протяжении всей нашей истории все эти религии, они в принципе развязывали те или иные войны. А буддисты, они постоянно стоят в сторонке, и как бы им вообще все равно на то, что происходит в мире. И за это я их очень-очень сильно уважаю.
Вот оно, мое восхождение на гору Таку. Буквально через несколько минут я стану буддистом. Я уже вижу эту огромнейшую просто статую. Все, что вы видите белым, это и есть лежачий Будда 49 метров. Hello, xin chào. К 1959 году появляется мощное движение Вьетконг, национальное движение объединения страны. Это была очень сильная сторона Южного Вьетнама. К 1964 году американцы решают официально вступить в войну, то есть не только инвестировать деньги во французскую армию, они инсценируют бомбежку 3 кораблей американских на севере Вьетнама, то есть на коммунистической части страны. И они вводят официально свои войска, и начинается Вторая Индокитайская война, которая длится 9 лет. В общем-то, вьетнамцы воевали, и они боролись за правое дело, то есть за собственную независимость, поэтому они и победили. То есть американцы, что им сказали? Им сказали, идите воевать, толком даже не сказали за что. Это была холодная война, то есть капитализм против социализма. На этой территории Северного Вьетнама очень быстро развивался коммунизм. Поэтому американцы пытались предотвратить развитие коммунизма, этой красной дряни, на территории Южной Азии. И только после того, как американцы вводят свои войска, весь Вьетнам объединяется, то есть он забывает разногласия, и все они начинают воевать против их самого главного врага, против американцев. В общем-то, силы, как я и говорил, были вообще не равны, то есть со стороны американцев и вьетнамцев. Со стороны американцев 1,5 миллиона войск прошло через Вьетнамскую войну. У вьетнамцев же было только всего лишь 100 тысяч партизанских боевых чуваков. И, проблема американцев была в том, что они не могли посчитать количество армий во Вьетнаме, потому что партизаны, они прятались в горах, в джунглях, в туннелях, которые они построили. То есть американцы вообще не знали, сколько вьетнамцев, и поэтому у них была неопределенность в этом плане. Ну и тогда американцы, козлодои хреновые, использовали химическое оружие. Это напалм. Это практически как бензин, который поджигается, скидывается с самолета, и его невозможно практически потушить. То есть огромная территория Вьетнама, джунгли, леса, гора и так далее, все это было сожжено, и особенно старшее поколение вьетнамцев просто заболело на все, и просто их убили, к сожалению. Вот, ну и сейчас особенность демографии Вьетнама, то что 70% всех вьетнамцев, то есть от 99 миллионов, 70%, порядка 70 миллионов, это люди до 40 лет, очень молодая нация. И поэтому, об этом я подробно буду говорить в следующем выпуске, об экономике, об демографии. То есть старшее поколение вьетнамцев все перекосило, очень были распространены онкоболезни. На помощь пришли корейцы, они сюда завезли гриб линчи, который помогает, в принципе, о многих. То есть это очень многосвойственное растение, то есть от онкоболезни она очень сильно помогает. Ну вот каким образом передать масштаб этой статуи? Вот от начала головы до его ногтей 49 метров. А высоту фиг его знает, может метров 15-20. Кстати, вот вам пару интересных фактов о буддизме. Во-первых, свастика. Это не фашистская свастика, все должны знать. Это Гитлер заимствовал знак буддистов. Он был создан еще 5500 лет назад. Буддисты таким образом рисовали солнце, энергию. Это все инь-янь, то есть это отдача и принятие энергии. То есть в одну сторону это свастика, принятие, в другую сторону это саувастика, это отдача энергии. Считается, что Гитлер использовал не ту свастику, поэтому он проиграл. Второй факт, вот это не прическа у Будды, это улитки живые. Они таким образом утоляют, как правильно сказать, таким образом, они защищают от жары, вот. В общем-то все, я добрался до горы Таку, до лежачего Будды 49 метров, теперь я неофициально буддист. Надеюсь, все поняли, что это был всего лишь прикол, небольшая шутка. Таким образом, я просто пытаюсь высказать свое уважение буддистам за то, какие они есть. Ну и во-вторых, я очень сильно уважаю самих вьетнамцев за то, что они проявили свой боевой дух. На протяжении всего 20 века они участвовали во многих войнах, и много было потерь, но сейчас у них все хорошо, и все этому радуются и зарождают. К 1968 году в Америке прошли новые выборы, и Никсон становится новым президентом. Он начинает тренировать Южный Вьетнам. Дядюшка Хо Хашимин, вьетнамский лидер, к сожалению, погибает, и на поддержку Вьетнама приходят другие коммунистические страны, Советский Союз и Китай.
К 1973 году перевес был огромный на стороне вьетнамцев, поэтому американцы решают выводить войска из Вьетнама. В общем-то, у меня, наверное, нет однозначного ответа, почему вьетнамцы победили. Но они просто проявили свой боевой дух, во-первых. Во-вторых, они очень умно поступили, они использовали преимущества, которые у них были. Это знание местности, то есть джунгли и так далее. У них были маленькие небольшие отряды партизанские. Плюс ко всему они еще вырыли туннели, который называется Куча, дистанция 200 километров под землей. Чтобы попасть в этот туннель, нужно пролезть в ямку 30 на 40 сантиметров. То есть средний мужчина из России либо Америки, он просто туда не пролазит. Вы сами увидели этих замечательных вьетнамцев. Я очень сильно их уважаю, и самих вьетнамцев, и буддистов в том числе. И сами можете ответить на вопрос, почему все-таки американцы проиграли в своей войне, несмотря на то, что у них было преимущество колоссальное в оружии, в армии и так далее. Да потому что вьетнамцы живут по своим правилам. Они никому не мешают, они не вторгаются на другие территории. Им это в принципе не нужно. Вот. А американцы, французы сюда прибыли, чтобы денег заработать, во-первых, чтобы католическую церковь здесь создать. Но это было неправильно. В общем-то, отвечая на вопрос, как вьетнамцы победили американцев, первое, что нужно сказать, это движущая сила вьетнамцев было мощное желание защитить свой родной дом, свои города, близких, родных и так далее. Среди политиков было желание независимости, то есть Вьетнам очень хотел стать независимой страной. Ни французов не должно быть на территории Вьетнама, ни японцев, ни американцев и так далее. Затем очень правильное использование собственной местности, горы, джунгли, реки и так далее. Ну, плюс поддержка Советского Союза и Китая, они очень сильно помогли. Коммунистические братишки оружием, войсками, деньгами и так далее. А что было среди американцев? Они вообще не знали, за что они воюют. То есть это была холодная война, капитализм против социализма, но с этого ничего американские войска, в принципе, не имеют. Плюс ко всему, политики зарабатывали на продаже оружия. То есть на территории Америки очень было такое движение, что они не хотели воевать. 500 тысяч вьетнамцев, 500 тысяч американцев покинули собственную страну, просто чтобы не поехать на территорию Вьетнама воевать. При следующем президенте их всех амнистировали, сказали, все правильно сделали, но это другая уже история. В 70-х годах организовалось мощное антивоенное движение хиппи. Все знают хиппи. Битлз, Джон Леннон со всего мира пели песни в качестве протеста. Однажды у Пентагона собралось 100 тысяч протестующих, просто чтобы высказать собственную точку зрения, что не надо воевать, что давайте заканчивать мир и так далее, выводим войска из Вьетнама. И, в принципе, так и произошло. В 1975 году последние американские войска покинули Вьетнам, и это было официальное завершение Второй индокитайской войны. Потом пошла Третья индокитайская, это уже совершенно другая история. Но, в принципе, основной этап войны во Вьетнаме, он закончился. Xin chào. Cho cà phê sữa. Một. Một. В общем-то, гора Тако — это одно из самых-самых интересных мест, которые вообще, в принципе, можно увидеть недалеко от Муйне, то есть в окрестностях Муйне. 40 километров всего лишь. Все самое интересное во Вьетнаме, разумеется, подальше находится, то есть Дават, Баолок, Хашимин, Ханой, Нячанг. А Муйне — это так, обычная маленькая рыбацкая деревенька. Вот, и Будда, лежащий 49 метров над уровнем, 49 метров в длину, это в честь 49 ступеней развития в буддизме. Я уже рассказывал, буддизм — это колоссальная сфера, 29 томов, написано 10 тысяч страниц. И все это находится на высоте 650 метров над уровнем моря. Если бы не было этого фуникулера, я бы сейчас пешком пошел. Спасибо технологиям.